Всем привет! Я наконец-то получила свой сертификат уровня C1. Точнее, экзамен я сдавала в прошлом году, в 2024, и недавно вот я получила такую бумажечку. Соответственно, я решила записать вам видео о том, как я готовилась к этому экзамену, и также немножко рассказать вам о том, какая его структура. Начну, пожалуй, с самого частого вопроса, почему я сдавала этот экзамен. Если вы видели мое предыдущее видео, вы знаете, что я уже сдавала такой же экзамен на уровень B2 и успешно его сдала в 2022 году. И люди очень часто спрашивают, зачем C1? А вот дело в том, что я преподаю не только английский, а испанский тоже. И я считаю своим профессиональным долгом, если так можно сказать, регулярно проверять свои навыки, свои знания, чтобы могла предложить лучшие услуги, то есть лучше обучать своих учеников. Поэтому для меня сдача этого экзамена в первую очередь происходила из-за проверки моих собственных компетенций и из-за улучшения своих профессиональных навыков. Уровень B2 я сдавала в ноябре 2022 года, а C1 в апреле прошлого года, 2024. Получается, что мой переход от B2 до C1 произошел в течение 1 года плюс-минус. Эти два уровня, эти экзамены достаточно похожи друг с другом. Я бы сказала, что на уровне C1 от вас ожидается знать более сложные грамматические структуры, умение разговаривать на абсолютно все темы, я думаю, и чаще всего эти темы будут абстрактными. Еще на уровне C1 очень часто можно встретить на экзаменах, в тренировочных материалах тоже много других акцентов. Мы знаем, что испанский — это не официальный язык только в Испании, и существуют разные диалекты, если так можно сказать. Люди имеют разное произношение и могут использовать другие слова для одной и той же вещи. Даже некоторые грамматические структуры могут отличаться в своем использовании в одной и в другой стране. И на уровне C1 очень важно знать и учитывать все эти тонкости. Сначала давайте быстро посмотрим, из чего состоит данный экзамен. Как видно, здесь у нас есть 4 части. Это часть чтения, на которую отводится 90 минут, и она имеет 5 заданий. Затем у нас есть часть прослушивания, аудирования, 50 минут, 4 задания. Затем у нас есть письменная часть, которая включает также одну часть аудирования. То есть вам нужно послушать речь какого-то человека и дальше писать что-то типа эссе о том, что он рассказал. И последнее — это устная часть, разговорная часть, которая идет примерно 20 минут. И еще у вас есть 20 минут на подготовку. Эта подготовка касается только первой части. Как видно здесь, у нас есть 3 задания. Первые 2, они связаны друг с другом. То есть у вас на самом деле есть текст, вы должны его прочитать и подготовить свою речь, о чем этот текст был. Это первая часть устной речи. А второе задание — это такого рода интервью, скажем, который все так же завязан на той же теме, которая у вас была в первой части. Просто экзаменатор вам задает вопросы, и вы имеете такого рода диалог. Что касается третьего задания, у вас там нет времени на подготовку, и вам, по сути, предлагают сразу выбрать одно из 2 заданий, и у вас будет такого рода маленькие переговоры, скажем, ссылаясь на фотографии и на инструкцию к заданию, которая прилагается. Моя подготовка к этому экзамену достаточно схожа с подготовкой, которая у меня была к экзамену B2. Во многом ресурсы, которые я использовала, они такие же. Поэтому я оставлю ссылку в описании под этим видео к второму моему видео, где можете найти список разных ресурсов, которые могут вам также быть полезными. Как я готовилась? Для подготовки я использовала 2 учебника. Самое главное в этих учебниках то, что в них есть много примеров того, как выглядит экзамен на самом деле. То есть это как тренировочные задания, я бы сказала. На английском мы это называем mock exams. Делая эти предыдущие примеры, то есть предыдущие экзамены, я пыталась найти какого-то рода паттерн в том, какие у меня пробелы есть, в каких темах, исходя из результатов, которые я получала из этих экзаменов. Поэтому я составляла вот такого рода таблицы. Это про компренсион аудитива, то есть про часть прослушивания. И что я делала здесь? С одной стороны, у меня есть тема под каждый экзамен, то есть каждый экзамен в этих книгах, это мне очень понравилось, вообще структурирование этих 2 книг,
то, что каждый экзамен, все задания касаются одной темы. То есть, вот, например, экзамен 1 – это educación y formación, затем bienestar y salud, затем там mundo laboral. И ты делаешь задания, и на основе процентов, которые получаешь в своих ответах, начинаешь понимать, где у тебя слабые места. То есть в моем случае вот большая часть этих результатов была где-то 80 и больше. Ну вот, например, 77 medios de comunicación y deportes. Это значит, что мне нужно было вернуться именно на эту тему, посмотреть, как я могу улучшить свой словарный запас, посмотреть, какая там грамматика именно была в этом разделе, да, в этой части книги. Или, например, parte escrita, да, то же самое, делала вот такие табелы. То есть, с одной стороны у меня tarea 1, мы же знаем, что есть две части в письме. Tarea 1, которая всегда будет какого-то рода конференция, которую вы должны послушать и затем писать. Но в Tarea 2 можно было отследить какого-то рода повторения, которые происходят в экзамене, потому что очень часто, например, в первой части там есть две опции, да, то есть вы выбираете между opción 1 и 2, и в первом это была carta de solicitud или carta de interés de un servicio, и потом опять carta de solicitud, потом опять carta de solicitud, de beca. То есть я уже начинала находить какого-то рода паттерн и видела, что в этом плане, наверное, стоит хорошо подготовиться к carta de solicitud, чтобы наверняка иметь уже более-менее понятие о том, как структурировать свой ответ и что вообще ожидать на экзамене. Что касается устной части, у меня были встречи раз в неделю с моим знакомым и преподавателем из Эквадора, он носитель, и мы с ним просто тренировали вот устной части экзамена, как будто вот мы играли в экзамен, да, то есть он был экзаменатором, и мы проходили через эти же задания, которые я находила в этих учебниках. Еще вот такая книжка, это грамматический такой мануал, он уровня B2, но мне очень нравится, как здесь структурирована вообще подача информации, объяснение грамматики. Много из этих вещей вам тоже нужно на уровне C1. Есть еще грамматика уровня C1. Я оставлю ссылку в описании, это у меня была такая электронная книга. Какие методы мне больше всего помогли при подготовке? Я языками занимаюсь профессионально и как хобби, и поэтому у меня достаточно такой устойчивая точка зрения, когда речь идет о языках. Я на языки смотрю через две плоскости, то есть с одной стороны у нас есть грамматика и лексика, и с другой стороны у нас есть 4 навыка, которые мы должны развивать. И я всегда стараюсь эти две вещи делать отдельно. То есть, если я делаю развитие навыков, я тогда не особо фокусируюсь на том, какие грамматические структуры там происходят. И больше всего, наверное, фокусируюсь на том, какой контекст, и как из контекста понять, что происходит. А потом отдельно делаю задания, которые связаны с грамматикой, с лексикой и всем вот такими тонкостями, скажем, языческими. Поэтому первым делом, что я сделала до начала подготовки, я постаралась найти список грамматических и лексических тем, которые я должна уметь закрыть полностью на уровне C1. Я старалась читать все, что попадало под руку, я читала. Конечно, если это более целенаправленно происходило, то это были книги, научные статьи обычные в газетах на разные темы, тоже, например, в Эль Паис прекрасно подходят. Что касается грамматики, я оставлю ссылку в описании к этому видео. Есть несколько сайтов, которые можете использовать, чтобы тренировать свои грамматические знания и понимать, что надо улучшать и что надо доучивать. Что касается лексических вопросов, я использовала карточки для всяких модизмов, для всяких фраз на испанском. С одной стороны я писала на испанском фразу, с другой стороны на, не знаю, английском, русском, сербском. Первое, что приходило в голову. Я не особо люблю карточки, я очень плохо через них запоминаю, но поскольку это была подготовка к экзамену, я понимала, что надо вот подготовить именно к событию, и таким способом я достаточно хорошо расширила свой словарный запас за короткое время. Все вместе, подготовка к экзамену у меня заняла где-то месяца 3 в целом, и я вообще не рекомендую готовиться дольше, чем 3 месяца, потому что это все-таки большой стресс, и продержаться на каком-то длительном горизонте, я думаю, это очень трудно. В конце самый главный вопрос, как поддерживать уровень. Я преподаю испанский в основном начинающим ученикам, у меня есть пару учеников, которые уровня B1, но это примерно все. Поэтому, чтобы не потерять уровень, хороший, высокий уровень, который у меня есть,
я стараюсь использовать много контента. Вот, например, в данный момент я читаю вот такую книжку «Menudas historias de la historia». Это разного рода анекдоты, короткие истории про разные части истории, не только испанской, но мировой в целом. Также стараюсь регулярно слушать музыку на испанском, петь, смотреть фильмы, сериалы. Я проживаю в Испании, у меня есть друзья-кубинцы, с которыми я тоже периодически общаюсь на испанском, поэтому так или иначе я стараюсь не терять того уровня, который уже достигла. Это было все на сегодня. Если вы готовитесь к экзамену DELE на любой уровень, я желаю вам удачи. И в описании к этому видео можете найти некоторые материалы, про которые я говорила в этом видео, которые, возможно, вам тоже могут быть полезными.